Я жму, вы смотрите, а потом вы жмете. Почему нужно выжимать гирю именно отсюда, а не вот так? Очень важный момент, на котором стоит заострить внимание, это делаем вдох, прежде чем вытолкнуть гирю. А теперь давайте посмотрим отличия. Сейчас буду жать в солдатской стойке, но у гиревого жима есть специфика. Здесь хорошо. Друзья, всем привет! С вами Сергей Каширин, и мы продолжаем нашу тему гиревого атлетизма и фитнеса. Сегодня мы поговорим о таком брутальном мужском упражнении, как жим гири стоя и жим гири в солдатской стойке. Данное упражнение хорошо тем, что позволяет нам сфокусировать нагрузку на такой выдающейся части мужского тела, как плечи. Всем известно, что хорошо развитые плечи создают красивую мужскую фигуру. И вот жим гирь стоя как раз в этом очень помогает. Основной фокус нагрузки ложится, конечно же, на передние дельты и трицепсы. Но у гиревого жима есть специфика. Здесь хорошо работают вращатели плеча. В принципе, здесь задействована спина и мышцы пресса. Спина задействована в статическом режиме, потому что мы должны, во-первых, удерживать над собой гирю, во-вторых, специфическим образом подталкивать ее. И, соответственно, таким же образом работают мышцы пресса, потому что, когда мы начинаем движение вверх, а гиря жмется именно вот из такого положения, то есть не так, как это делают билдеры в зале, это вообще не жим. Вот отсюда. Немножко распрямляем живот, так скажем, выводим его вперед и подталкиваем тем самым нашу руку. Спина делает небольшое такое движение импульсное, и рука идет вверх. Ну что, давайте пожмем и посмотрим, как это делается. Я жму, вы смотрите, а потом вы жмете. Положили гирю на грудь, локоть упираем в подвздошную кость, ну, точнее в ту мышцу, которая над ней проходит. Наверное, в саму кость упирать больно. И можно руку вывести в сторону, можно держать у бедра. Делаем взрывное движение спиной, вот такое, и тащим руку вверх. Движение, по сути, практически незаметное. Это не выгибание назад, что было запрещено в классических жимах в тяжелой атлетике. Это легкое движение, которое обеспечивает нам подброс гири. Вот такое. Почему нужно выжимать гирю именно отсюда, а не вот так, как это любят делать бодибилдеры в залах? Во-первых, здесь амплитуда в 2 раза больше. Давайте посмотрим. Вот эта амплитуда, да? И еще половину добавляем и жмем отсюда. В 2 раза больше амплитуда. Во-вторых, намного больше мышц задействовано, а соответственно у вас меньше шансов травмировать ваше плечо. Вот здесь вы всю нагрузку на плечо уводите. И очень большая вероятность травмировать как переднюю дельту, так и боковую. Здесь такой вероятности нет. Во-первых, в нижнем положении рука отдыхает, плечо может расслабиться. Положили на подвздошную, все, отдыхаем. Во-вторых, во время выжимания включается спина, включается брюшной пресс, и полностью правильно работает плечо, полностью правильно работает вращатель. Выжимаем гирю мы, кстати, строго перед собой. Не вот так вот боком, вот так делать тоже нельзя. Очень быстро получите травму, прям вероятность огромная. Только вот так перед собой. Об этом говорят все гиревики, об этом говорю я и подтверждаю слова гиревиков, хотя кто я такой по сравнению с гиревыми классиками. Вот. Давайте посмотрим еще раз это движение. Импульс и подъем. Строго от живота, гиря на груди, локоть на животе. Поднимаем и работаем безопасно, максимально нагружаем и плечо, и включаем большие группы мышц, такие как спина. Опять же, если вы хотите максимально нагрузить плечо, можно использовать жим в солдатской стойке. Это когда у нас пятки вместе, рука на бедре, и выжимаем в той же амплитуде, но здесь на спину уже полагаться получится гораздо меньше, потому что она меньше будет помогать этому жиму. Здесь сложно сделать импульсное движение. Здесь больше мы будем именно выжимать плечом. Оп.
Вот этот жим практиковать постоянно не нужно. Это скорее отчетка. Позанимались классическим жимом, ноги на ширине плеч, как мы делали до этого. Руку можно отвести в сторону для баланса. Выбрали день и делаем отчеточку, жмем в солдатской стойке, чтобы понять, насколько мы сильны, насколько сильны наши плечи. Легендарный цирковой атлет Петр Крылов выжимал двухпудовку в солдатской стойке 87 раз, если мне не изменяет память. Вы можете проверить этот рекорд в интернете, но я думаю, что цифры будут плюс-минус похожи. Поэтому рекорд очень крутой, и это то, к чему надо стремиться. Попробуем. Очень важный момент, на котором стоит заострить внимание, это разминка перед жимовым движением. Нужно сделать суставную разминку и хорошо растянуть плечи, грудные мышцы и спину. Обязательно делаем вот такие вот вращательные движения. То же самое делаем с локтевыми суставами. То же самое делаем с кистями. Как следует повращали, чтобы немножечко у нас загорелись мышцы, поработали суставы, делаем вот такие вот движения, которые растягивают нашу мускулатуру. В случае с жимами разминка и растяжка должна занимать не меньше 10 минут. Травмироваться на жимах, даже на правильных жимах, при правильной технике очень легко. Движение достаточно статичное и элементарно рвет мышцы. Поэтому 10 минут разминки, не меньше. После того, как поделали всевозможные вращательные и растягивающие движения, берем легкую гирю. Для меня это как раз 16 килограмм. Для вас может оказаться вес меньший, может оказаться вес больший, но, скорее всего, 16 килограмм будет оптимально для всех, для разминки. И делаем по 10 раз на каждую руку за 2 подхода и отдыхаем 2 минуты между подходами. Давайте поэтапно рассмотрим технику выполнения жима классического, не в солдатской стойке. Это то, что подойдет всем. Взяли гирю на грудь, уперли локоть в живот. Ноги стоят на ширине плеч или чуть шире, кому как удобней. Здесь важно подобрать удобную для себя позицию. Итак, делаем импульсное движение. Делаем вдох, прежде чем вытолкнуть гирю. И нам нужно после совершения импульсного движения под гирю уйти, то есть спина должна выпрямиться. Вот таким образом. Гиря оказывается у нас над головой, мы смотрим вперед. Во время сброса снова немножко уходим назад и принимаем гирю на подвздошную. Чтобы вот таким образом уйти под гирю, плечо придется полностью вытянуть вверх. И немножко увести его за затылок. Вот таким образом. Спина получается вот в таком прогибе. То есть вот мы стоим, вот так удерживать гирю можно достаточно долго, и в таком положении, в принципе, можно даже отдыхать. Это гиревая классика. А теперь давайте посмотрим отличия. Сейчас буду жать в солдатской стойке. Посмотрите, как это выглядит сбоку. Здесь уже не получится такой импульс давать спиной. Здесь практически одни плечи работают. Я уже рассказывал о 4 базовых упражнениях гиревого фитнеса и не упомянул там жимы. Почему? Упражнение тоже является базовым, но я думаю, что делать его не стоит всем. Например, оно не очень подойдет девушкам.
Ну к чему девушкам большие плечи? Упражнение чисто мужское, достаточно брутальное и силовое. Поэтому, если, мужики, вы хотите хорошие, мощные, красивые, круглые плечи, а самое главное сильные, жим – это ваше все. Встал с утречка, вместо папироски пожал гирьку. Бросайте вредные привычки, притащите домой гирю и занимайтесь с удовольствием. На этой позитивной ноте мы заканчиваем наш ролик о жиме гирь. Ребят, если есть желание, чтобы я разобрал какие-то еще классические упражнения и посвятил этому отдельное видео, обязательно пишите в комментариях, будем делать. Если вам нравится видео, делайте репосты в ваших соцсетях, за счет этого наше гиревое сообщество становится все больше. И я этому очень рад и готов этому продолжать способствовать, но только с вашей помощью. Ставьте лайки, задавайте ваши вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал. Всем пока! Как же мы закончим этот видос? Я уже не могу. Я уже не могу. Друзья, всем привет! С вами Сергей Каширин. И что делать? Да я уже раз 40 пожал. Ты вот круги наворачиваешь вокруг меня. Меня закислился уже весь. Да ладно, не прибедняйся. Ладно, есть куда стремиться. 87, Петр Крылов. А у меня только 16.